Привет, друзья! И снова мы вместе. Совсем недавно мы встречались под нежным солнышком августа, а сегодня уже сентябрь. Но раннюю осень в Тоскане можно даже не заметить, особенно в сентябре. Все вокруг еще дышит воспоминаниями о лете. Погода по-прежнему балует солнечными днями, но нет суматохи на пляжах. Большинство отдыхающих уже покинули приморские города. Итальянцы вернулись к трудовым будням, а дети в школы. Возможно, вы все еще думаете об отпуске в сентябре, буквально на несколько дней. Уверяю вас, возвращение из отпуска будет наполнено множеством воспоминаний, учитывая, что в событийный календарь этого месяца входят мероприятия, которые оживляют деревни и исторические центры наших тосканских городов. Поэтому отметьте даты в вашем календаре и по приезду в Тоскану доверьте свой досуг и настроение лицензированному гиду, хорошо знающему свою территорию. Прежде чем начать наше путешествие в мир местных праздников, я благодарю вас, друзья, за то, что вы со мной ставите лайки, комментируете, и ваше хорошее настроение для меня самая лучшая награда. А кто здесь впервые, с вами Ирина, гид-экскурсовод по Тоскане. На моем канале я стараюсь познакомить с праздниками, традициями, кухней Тосканы, жизнью людей и экскурсиями, чтобы, отдыхая в Тоскане, вы могли чувствовать себя как дома. Даже если вы не намечаете вашу поездку именно сейчас, в любом случае нужно быть в курсе событий. И чтобы мои видео прилетали к вам как весенние ласточки, не забудьте нажать на красную кнопочку справа под видео и обязательно на колокольчик. Ссылочку на другие интересные видео оставлю сверху, а на плейлисты под видео, где все распределено по темам: праздники, города, кухня и даже итальянская музыка. А мы, пожалуй, начинаем! Сентябрь в Тоскане – это яркие краски традиций. Множество мероприятий пройдут почти во всех городах одновременно в первую неделю месяца. Поэтому было сложно отдать предпочтение одному или другому. И я выбрала самые интересные. Возглавляют калейдоскоп праздников сентября исторические реконструкции. Сегодня мы отправимся по маршруту в города, где будут проходить средневековые праздники, сопровождая нас в давно минувшие времена. Первый город, куда мы отправимся, не похож на все наши тосканские города, а напоминает скорее какое-нибудь маленькое немецкое государство, изысканное и полное спокойствия, фактически изолированной от суеты современной жизни своими мощными крепостными стенами город Лука. В первые выходные сентября традиционно год за годом проходит ярмарка ботаники и садоводства Мурабиля. Величественная средневековая крепостная стена превратится в одно зеленое море, где представит свою продукцию 250 итальянских и зарубежных специализированных питомников и любителей садоводства. Среди редких разновидностей в этом году представлены цветы, которые используют не только для декоративных композиций, но и в пищу, такие как пищевая роза и редкие разновидности хризантем, а также гигантские овощи и фрукты. На ярмарке шеф-повара мирового уровня научат превращать фрукты и овощи в эффектные украшения стола. На одном из 10 балуардов
Булардо Сан Регуло будет разбит настоящий декоративный сад, созданный в нью-йоркском стиле ландшафтным дизайнером, создателем садов для Централ Парк Марио Мариани. И, конечно, нельзя не посетить ботанический сад, жемчужину города 19 века, где собрано множество раритетов из разных уголков мира. Лука нас порадует двумя средневековыми праздниками, поэтому если вы не увлекаетесь садоводством, тогда мы отправимся в Гарфаняна. Многие поэты назвали область Гарфаняна зеленым островом Тосканы. И действительно, эта долина, хоть и располагается недалеко от Луки, Пизы и прибрежных городов Виареджо и Форте-де-Марми, по-прежнему остается замкнутой в себе, как потерянный ларец с драгоценными сокровищами между Альпами и Апеннинами. Вы спросите, какая это земля? Совершенный контраст, не совпадающий с воображением о Тоскане, которые запечатляли художники на своих холстах. Местные жители называют эти места Великим лесом. И это самое точное описание ландшафта, где горы с белоснежными мраморными вершинами покрывают тысячелетние каштановые деревья. И воздух пропитан хвойным ароматом. Земля, где жизнь имеет медленные ритмы в средневековых городах-замках и внушительных крепостях. В древнем горном поселении Сан-Романо сохранился средневековый замок, где, дотрагиваясь до камня, переносишься в те далекие времена рыцарей, лордов и родовых войн. Историческая реконструкция осады крепости Верукула – одно из самых впечатляющих мероприятий. Переносит нас в далекий 1170 год, когда 4 феодальных династии, которые контролировали эту часть Гарфаняны, решили стать независимыми от Луки и больше не платить налога на соль, вступив в союз с Республикой Пизы. Неприступный замок феодалов был осажден и завоеван войсками Луки. Военная инсценировка двух сражений ждет тех, кто хочет испытать реальную военную осаду. Аутентичный средневековый замок-крепость посещают тысячи человек с мая по октябрь. Здесь нет новейших технологий, а только старые вещи, которые рассказывают о жизни замка XII века. А в тавернах подают блюда, приготовленные по местным рецептам, откуда уходишь пропитанный запахом чеснока, сыра, ткани и дерева. Если вы хотите попасть в места, которые сильно отличаются от вашего представления о Тоскане, я с удовольствием вас познакомлю с загадочной Гарфаняной. И ссылку на мой сайт с описанием экскурсии оставлю под видео. Еще один замок Нуцано, который находится в нескольких километрах от Луки, приглашает на праздник Il Castello Revive, или Возрождение замка, куда вернутся ароматы средневековья. Улицы наполнятся рынками, бродячими художниками, шутами, старыми тавернами, готовыми порадовать местными деликатесами средневековья. Мероприятие начнется в конце августа и продлится до первых выходных сентября. На третьей неделе месяца Лука празднует главное мероприятие Лукской архиепископии, которые отмечают с 13 по 14 сентября – праздник Воздвижения Креста Господня.
Празднование знаменито прежде всего шествием при свечах под названием Luminara Bella и связано с чествованием чудотворного распятия, которое называется Святой Лик. Вечером костюмированное шествие проходит по улицам города от базилики Сан-Фридьяно и заканчивается в кафедральном соборе, где все присутствующие могут посетить золотую беседку и поклониться распятию Святого Лика. Вот так выглядит календарь важных мероприятий в городе Лука, но я не прощаюсь. В следующих видео мы познакомимся с календарем средневековых праздников, которые будут проходить в провинции Пизы, Флоренции, Сан-Джиминьяно, Пьенца и Ареццо. И чтобы узнать побольше о Тоскане и о моих экскурсиях, внизу под видео будет ссылочка на мой сайт-каталог, где вы найдете много интересных маршрутов. Как всегда, я благодарю вас за то, что вы со мной. Ставите лайки, конечно же, комментируйте, пишите, что вам понравилось, что бы вы хотели увидеть. И, конечно же, подписывайтесь и кликайте на колокольчик, если вы еще не кликнули. Ну, вы поняли. Увидимся в следующем видео и в Тоскане. Чао-чао!